Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы поговорим о днях рождения. То есть именно пройдемся по тем датам, о которых все говорят, что их нельзя отмечать. То есть посмотрим, но не просто посмотрим, то есть, действительно, я сначала пройдусь по этим датам, скажу, почему якобы нельзя, как все считают. И потом мы посмотрим на германском оракуле, что вообще может этот день рождения принести. То есть так оно или не так. То есть я не буду ставить под сомнение, конечно, великих там эзотериков, а также наших предков. То есть все равно есть всегда какие-то суеверия. Но мне самой стало интересно, что если все-таки просмотреть через оракул. Итак, первый день рождения, который мы возьмем, это день рождения 9 лет. Считается, что нет, его нельзя отмечать, хотя это детский праздник, да, вот хотелось бы всем детям, естественно, но потому что якобы это связано с тем, что вот душа умирает, когда человек умирает, вернее. И душа у нас через 9 дней, она освобождается полностью и уходит. То есть вот что 9 лет нельзя. Следующий день рождения это у нас 13 лет. То есть опять же это у нас связано чертова дюжина, тоже суеверие, да, такое так называемое, это тоже нельзя отмечать. Затем берется у нас 33 года, я думаю, вы тоже это слышали. Это связано у нас, говорится о том, что это возраст Христа. И якобы, если этот день рождения отметить, то он как комом, какие-то неприятности начнут в вашу жизнь входить. То есть поэтому надо быть аккуратнее. То есть и нежелательно. И последняя дата, это у нас дата для женщин. А, нет, не последняя, 40 лет. Да, еще 40 лет, не забываем об этом. То есть, что вот опять же это связано у нас о том, что вот на 40-й день там душа полностью освобождается после смерти, и вот уже 40 лет нельзя, и особенности считается мужчинам. А вот женщинам считается, что это 53 года, что тоже нельзя их отмечать. То есть, потому что в этом возрасте женщина начинает увядать, стареть, и она, то есть, полностью как бы ускоряется тогда это время, я бы так еще сказала. То есть тогда это быстрее старение происходит. А теперь давайте посмотрим. То есть, опять же, повторюсь, я посмотрю через германский оракул все эти даты. Коротенечко. Глянем что-то интересное. Итак, берем 9 лет. Все-таки, если эту дату отмечать, что нам скажет оракул по этому поводу? Так, смотрите, буду показывать, да? Смотрите, вот если берем оракул, то есть так или не так, то есть прежде всего, это у нас она говорит о 9-летней дате, это то, что все время движение, наоборот, начинается движение у человека, то есть начинается рост. Он куда-то спешить начинает, он начинает по-другому думать, то есть это вот как-то об этом говорит. Следующее, это у нас продуктивность, это работа, то есть человек начинает погружаться в работу. То есть если отметить, мы смотрим так, если отметить этот день рождения ребенку, и потом он и уходит под высшие силы. То есть это говорит о том, что в принципе эту дату, вот именно если смотреть по картам, по оракулу, можно отметить. И весьма неплохо, я бы так сказала. То есть наоборот начинается развитие у человека. Следующее берем. 13 лет. Смотрим, что они тут скажут интересного. Можно или нет. То есть и что эта дата вообще приносит. Так, смотрите. Но 13 лет у нас так и так. Переходный возраст у ребенка начинается, там свои тараканы и все остальное. Итак, смотрите. То есть человек начинает всему сопротивляться, с одной стороны. То есть, в принципе, сама дата уже и говорит. То есть, опять же, не связано с чертовой дюжиной тут. То есть, начинает сопротивляться. Он начинает видеть, где белое, где черное. Он начинает на чашу весов какие-то вещи ставить. То есть, опять же, начинается мозг работать. Следующее, у него появляется такое чувство, как чувство вины. То есть он опять, вот мы берем, это переходник, куда бы мы не хотели деваться, у нас это происходит. То есть это у нас происходит, что человек уходит именно в чувство вины определенно, у него новые чувства появляются, то есть новые вибрации. И последнее, это он начинает сопротивляться, то есть движение вперед, то есть сопротивление. То есть опять, если мы посмотрим, 13 лет, почему бы нет? То есть здесь никак не взаимосвязано, что там какие-то темные силы или что-то там произойдет с ребенком. Нет, смотрим следующую дату. 33 года. Если отметить человеку 33 года. Что будет здесь? Так, 33 года. Непростой возраст.
очень непростой. То есть начинают действительно вылазить какие-то вещи не очень приятные. То есть человек начинает на мир смотреть другими глазами. То есть это где-то у нас такой пограничный возраст, я так понимаю. То есть когда он начинает смотреть, он начинает видеть врагов, то есть начинает в этом возрасте отсеиваться какие-то друзья. То есть вот такие вещи начинают происходить. Следующее, на самом деле, это расставание, то есть обшить, да, то есть расставание, опять же, там, возможно, с друзьями, с какими-то вещами. То есть происходит переосмысление. То есть в этот период времени переходит переосмысление. И точно так же этот возраст считается, что он выводит человека на новые цели. То есть поэтому в этом возрасте, как раз в 33 года, наоборот, я считаю, что нужно отмечать. Как бы там ни было. Потому что человек идет на новый период жизни, на новый этап. Так, следующую смотрим. Так. Это у нас 40 лет для мужчин. Можно ли или нет? Нужно ли вообще? Сейчас глянем. Так, смотрите. Извиняюсь. Смотрите, прежде всего, да, изменения идут, изменения ломка. То есть, если человек там с 33 до 40 ничего не изменил в себе, это как бы новый переходный возраст. То есть, происходит изменения в жизни, происходят какие-то ломки, то есть, на самом деле, там, переосмысление себя, какие-то вот психологические стрессы. То есть, человек как бы начинает, опять же, тоже определенная граница. Человек начинает думать, достигает ли он успеха или нет. Вот в это время, как раз мужчинам, вам надо вот в это время, в 40-летнем, надо как раз пытаться что-то сделать. То есть, если вы еще не поставили цели, значит, надо что-то ставить. То есть, надо куда-то стремиться, потому что оно получится. То есть, вам опять дают очередной шанс. И самое главное, то есть, в этом периоде, то есть, это всегда, то есть, идет такая небольшая агрессивность, я бы еще сказала. То есть, это появляются силы для того, чтобы двигаться. Поэтому, опять же, повторюсь, ничего плохого нет. 40 лет, то есть, если вы отмечаете... Ну, то есть для меня то, что я вижу по картам, нет. И последнее для женщин 53 года. Стареет, не стареет, что там вообще происходит? То есть увядание так называемое. Происходит ли оно вообще? Вот, переосмысление происходит точно так же. То есть каждый период, я так понимаю, что этих дат, то есть такие считаются, которые страшные, нельзя ничего отмечать, наоборот, это нужно. Ну, это по моему мнению, что это нужно сделать. Во-первых, вот это вот мудрость. Мудрость, вот эти 53 года, да, это мудрость, да, которая уже нажитая, вот она накопилась, это не старение ни в коем случае. Следующее, да, женщина здесь оглядывается, то есть она начинает переосмыслять тоже свою жизнь, она смотрит там назад. Но опять со старением ничего общего не имеется. И следующее, последнее, что это у нас говорит, это о том, что у нее опять появляются силы для нового скачка, для нового движения, для развития, для подъема. То есть она переосмысляет, у нее появилась мудрость, она переосмысляет свою жизнь в этот период времени, и у нее появляется сила для того, чтобы изменить что-то, понимаете? То есть вот это. Вот смотрите, то есть сейчас мы просмотрели, то есть я вам сказала даты, которые считаются, что нельзя отмечать, что они могут принести. И разложила это по картам, то есть по оракулу, по германскому оракулу. Я не хотела брать второй, я хотела вот посмотреть, что у нас скажет оракул. То есть по германскому оракулу я вам скажу так, что это просто каждый раз определенная граница, где человек достиг каких-то этапов, возможно, он переосмысляет, что-то убирает, вычищает из своей жизни и двигается вперед. То есть у него каждый раз в это время даются силы. То есть дается возможность изменить что-то в своей жизни. Так что, мои хорошие, это ваше дело, конечно, отмечать, не отмечать. То есть это выбор всегда за вами. Но чтобы вы хоть немножко успокоились, мы просмотрели именно так. Я желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Еще не раз увидимся. Будем просматривать очень много вещей. До свидания.